Привет всем! Сегодня у нас уже 21 серия. Котята будут играть дома на кошачьем дереве. А может быть, это и котик. Ну все, давай, спасай. Котик Вилли смотрит обалдевший. Передвигается. Это Арчик оказался. Это была не постановочная съемка. Арчик игрался, бегал, прыгнул, и там сушилось как раз на террасе, сушился лоток их, кошачий туалет. Вот. Он пластмассовый, легкий. Арчик наступил на бортик и накрыл себя вот этим лотком пластмассовым и с ним бегал. В общем, у них новое дерево, вы знаете. И вот это дерево оказалось чрезвычайно удачным. Мы им скомплектовали там целый город. Ну, там есть вот и туннели, какие-то старые вот эти деревья, какие-то лежанки. И вот это новое дерево. У нас есть еще одно такое старое Вилечкино, еще прежних времен, дерево на другом доме. А вот на другой стороне озера у нас есть дом, который мы в аренду сдаем. Вот там в гараже стоит такое дерево. Мы думаем его тоже забрать, привезти, ну, расширять их будем. Тут мне интереснее всего наблюдать было за Вилли. Как наблюдение за наблюдающим, как говорится. То есть для Вилли это как кинотеатр, как шоу. Он лежит и постоянно за котятами наблюдает, как они играют. И ему это доставляет явно удовольствие. Вот он на диване, он, естественно, занимает мое место. Вот. Папино место. Коварно укусила за ногу. Сзади. И вот ситуация. Котик лежит на твоем месте, а тебе надо сесть. Вот как действовать? Вот. Просто взять его там пинком согнать или столкнуть, ну это нет, это невозможно. Это мы так с котами не обращаемся. Соответственно, надо вот, один вариант его позвать и предложить ему что-то. Другой вариант, который я периодически практикую, я его беру на руки и отношу куда-нибудь. Ну, перекладываю, например, на соседнее место. Или отношу его сверху там на лежанку кладу. То есть проявляю уважение к коту, потому что он того заслуживает.
вообще я бы хотел пару слов сказать об уважении к животным. Вот, потому что у меня периодически в комментариях, ну, такие случайные залетные на канал залетают и оставляют комментарии: да я бы этому коту, да этот кот бы у меня, да я бы... То есть человек, видимо, страдает таким вот ужасающим комплексом неполноценности, что самоутверждается, что показывает свое превосходство на котах, на животных. Вот он берет этого котика, он пинка ему дал, вот ему подзатыльник ему дал, со стола там взял, вышвырнул его. И вот он какой молодец. Он с котом справился, кота победил. Вот. Люди, если вы берете животное, вы берете себе члена семьи. Но то, что он не человек, это ничего не значит. Он все равно это существо с мозгом, с чувствами, с эмоциями, с характером каким-то. Вот. По уму очень часто бывает, что коты умнее своих хозяев. Вот. Собаки тем более. Поэтому, если вы уже берете себе домой животное, уважайте его, относитесь к нему по-человечески. А вот это, смотрите, это у нас лужайка, ну, пляж одного гастхауса. И там отдыхающих уже нет, а вот утки облюбовали. И вот здесь я по утрам мимо прохожу этого участка, там постоянно утки. А рядом, вот у меня за спиной, там поле пшеничное. Ну, понятно, поели, отдохнули. У нее, наверное, все шеи в синяках. У кого? Из конца щипает. Да, я тебе говорил, что у нее синяки должны быть. Я не знаю, лебедей, они синяки синяками становятся или, может быть, какими-нибудь красняками. Какая разница? Не хрюкай мне. Я возвращаюсь к теме домашнего насилия среди лебедей. С этим надо что-то делать. Да ладно. Вот. Вот. Что, нельзя ей кушать, да? Она уворачивается, но он ее часто щипает. Вот Вы она говорите, не знала. она не знала другой жизни, вот, Понимаю. да. И отдельно. У нее скорость в 2 раза быстрее. То есть она как-то... Она вынуждена. Да, так что она должна не стоит. Он, видишь, он там постоит, помучит. А она тем временем все забрала. Да не хрюкай ты. Вот и приплывала. Или она боится сама? Она как это, зависимая. Она зависимая, да? Она так думает, что так и должно быть. Она другой жизни не знала, как бы говорить. А это кукурузное поле. Кукурузу убрали, поле уже перепахали. Ну, что интересно, что Оправдывается. к людям, те были, там гусар был такой, он не агрессивный был, но он вообще не считался. То есть он считал себя главным, и упер, напролом, и как бы все такие. А этот нет, это как бы, Ну, это с понятиями. да, немножко. это с понятием, но зато он Ну, у них всегда в семье. разные семьи, все семьи разные. Ну, а что, голубь, что ли, голубку свою не бил? Да, бил точно Ну, так. не так. Да ладно. Нет, вот такого отношения нет. Ну, этот. Это какой-то вообще уникальный случай. Ну, может быть, не уникальный, но... Да он когда с голубкой был, он голубку щипал тоже. Щипал, ну, время от времени, а это просто на постоянной основе. Ну, видимо, вот такое у него воспитание. Такое у него вот с детства воспитали так его. Ну, совсем зашугал, видишь, она вот боится даже на одном квадрате с тобой стоять. Я ей сочувствую. Вот в паре Максима и Маши, Маша такая тихая, безответная, в общем-то себя не проявляет. А вот в паре голубь и голубка, голубка еще та оторва, и на ней как бы пробы ставить негде. Так что там она с домашним насилием как-то справлялась. Ой. Вот. Сейчас я ей дам на глубине. А вот смотрите, сколько ей достанется, сколько достанется рыбам. Ну что, половину рыба склевала или больше? Интересно, какая будет диспозиция зимой, кто останется, кто улетит из лебедей.
Ну, вот это пшеничное поле перепаханное, тоже с мышами поэтому беда. Мышей стало мало. Пока были пшеница, кукуруза, мышей было навалом. Сейчас как-то они резко количество уменьшилось. И мы собираемся зимовать здесь. Ну, скорее всего, в Вене просто большая вспышка эпидемии, и смысла нет ехать. А тем более, куда-то дальше лететь потом тоже не получается в этом сезоне явно. И мы, наверное, на озере будем проводить зиму. Ну, посмотрим, как котики воспримут снег и все прочее. И какой набор будет лебедей. Вот. Ну, тоже зависит, какая зима. Вот. Понадобится ли дополнительная кормежка. Ну, что-то все равно будем давать, конечно. Но зависит от того, насколько замерзнет озеро, не замерзнет озеро. У нас есть уже опыт такого зимней поддержки лебедей. Просто в Ведре в свое время был год, озеро замерзло, на берегу был снег и травы не было. Ну, пищи у них не было просто. Мы в Ведре выносили с теплой водой еду, ну, как-то вот справлялись. Но это недолго продолжалось, там около 2 недель, потом все опять, снег растаял, трава появилась, они опять нормально выживали. Ну, котики, это уже вечером, перед тем, как отправиться домой, у них традиционная игра с удочкой у котят. А на канале есть много роликов про лебедей. Вот мне говорят, что котики вытеснили как-то лебедей, а просто у лебедей сейчас нет экшена вот, какого-то. Ну, я включаю элементы, фрагменты с лебедями в видео про котят, но на канале, кто интересуется, есть большой набор видео про лебедей. Я в прикрепленном комментарии оставлю ссылку. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!